Мои дорогие, здравствуйте! С вами Юлия, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Итак, что же у тебя, дорогой, сегодня вообще? И что у тебя к этой девушке, которая смотрит расклад? Смотрим сегодня чашечку, смотрим Ленорман, мистический Ленорман. Я всегда называю колоды в последнее время, да, для того, чтобы вы могли ориентироваться или приобрести нужные колоды, если они вам понравились, там, где вы проживаете. Так. Первое, что бросается в глаза, ой-ой-ой, вот эта сцена, девочки. То, что у него сейчас, да, смотрим, что у него сейчас, какие-то споры. Мне кажется, что то ли по поводу ребенка идут, причем так интересно, картина маслом. Человек с ножом под мышкой, там, где в руке нож, кого-то держит. Ну, кого-то маленького ребенка, что ли. Ну, что это хотят сказать? Я не уверена, что прям там на ножах кто-то, но образно на ножах с каким-то человеком по поводу ребенка. Тот, кто под мышкой, улыбается. Скорее всего, по поводу ребенка. Я не могу точно сказать, но по поводу кого-то. Так, смотрите, сцена интересная. То есть я сейчас даже не могу понять, он ли это злится, или на него злятся, или это его прям пытаются вызвать на конфликт, и его держат под мышкой, да. Дальше. Так, здесь женщина. Вы знаете как, он ищет утешения в какой-то женщине, но это скорее его мать. Он будто бы голову ей на колени кладет и довольный очень лежит. То есть утешение ищет у нее. Так. Похоже на материнские энергии. А в руках держит то, что он любит. То есть он будто бы решил этот вопрос, то, что он любит, у него в руках. Ну, смотрите, здесь очень много людей, которые находятся в пространстве рядышком с ним, шепчут что-то на ухо. Люди одинакового с ним статуса, люди его знакомые. Какое-то совещание даже может быть. Здесь много сердечек. Это говорит о том, что человек думает о чувствах. Для него важны эти чувства. Ему сейчас важно именно ощущать себя любимым. Он будто бы бежит в сторону чувств. Бежит в сторону чувств. Смотрите, тут такая интересная ситуация, когда есть некое препятствие, и он знает, как это препятствие преодолеть, будто бы прокладывает туда путь к горе, но там еще нужно будет пройти, преодолеть что-то. А что за препятствие? Ну, смотрите, здесь больше неуверенность в себе, уныние, это свои какие-то страхи. Страхи по поводу чего? Он даже... Ему нужно утешение какое-то. Утешение он ищет либо с друзьями. Опять же, друзья — это что-то хорошее, потому что здесь собака. Либо вообще у него есть такой мини-друг, да, собака. Ну вот очень часто проигрывается, что прям мужчина и собака. Что это у нас такое, девочки? Что еще вам хотят сказать? Здесь... Состояние безысходности. Почему? Хочется лечь, лежать, ничего не делать. Ему. Да, у него всегда, знаете как, ему хочется кого-то обнять, но он такой всегда в этой чашечке человечек прорисовывается, требующий внимания со стороны кого-то. Ему важны тактильные какие-то ощущения, тактильные ощущения. Женщину представляет, но почему-то они... как будто бы головами, она отворачивается от него, опускает голову. А ему хочется прикоснуться, и он вместо нее как бы обнимает какое-то животное. Может, игрушка у него есть какая-то, я не знаю.
Ой, сори, девочки. Ну, я имела в виду плюшевого какого-то медведя, либо просто питомец. Так, сцена. Знаете как? Он, наверное, насмотрелся в интернете сцен. Сейчас проигрывается такая ситуация, будто бы картина, когда он идет, да, а впереди вот женщина, она держит его за руку и куда-то ведет в красивое будущее. Ему этого хочется, чтобы была какая-то путеводная звезда. И он готов, такое какое-то, знаете, несуразное чудовище, он себя видит, но он готов. Довольный такой, бежать за этой звездой. Главное, чтобы она его, буквально хотя бы пальчик протяни мне, и я готова за тобой бежать. Ой, капец. Сегодня, девочки, он меня просто смешит. Ему как-то не очень сегодня хорошо, но такая ностальгия какая-то или что. Хочется прямо обнимашек. Человеку хочется обнимашек. Обалдеть. Перевернуться, как этот котяра, да, какой-то, и вот пузо, чтобы почешить ему. Господи. Ладно, что ты чувствуешь к девушке? Да, это и чувствует. Хочет тактильных ощущений. Так, что же это за ножи такие были? Вначале так мило все вокруг вот этого человека с ножом. Кто он ему приходится? Так, подождите, мне прям интересно. Что это за ситуация там такая? Я сейчас использую сейчас, в данный момент, на этот вопрос ответ Таро. Сейчас я вам прям покажу, знаете, вот как вы увидите. Увидите, не увидите. Смотрим. Вот нож. Вот человечек идет такой, как будто бы, ну, безэмоциональный. В голове светлые мысли. Но он в руках нож. И он держит этим ножом вот как-то лицо чье-то. А кто-то за ногу его тянет. Кто-то за ногу тянет. Кто-то как будто бы упрашивает: останься, останься, вот так вот. Либо отдай что-то, это мое. Это его держит или он держит. Вот это вот не могу понять. Потому что тот, кто вот под рукой, да, он улыбается. Что за сцена такая? Что это нам хотят такое сказать? Что за конфликт произошел там у него? Давайте посмотрим. Это Таро безумной луны. Девочки, проговариваю. Буду, наверное, каждую колоду называть перед тем, как тасую. Так. Итак, что же у нас там за сцена такая? Что нам хотят сказать? Что нам хотят сказать? Так, телефонный звонок у нас немножко прервал. Так, колода перетасована. Что же это там за ситуация такая? Ну да, мечевая ситуация, какая-то хитрость. Это, скорее всего, знаете как, угроза. Там идет какая-то угроза. Раньше была пара. Что-то связано все-таки с союзом, с партнерским союзом. Пара могла быть вообще касательно пентаклей, то есть это что-то могло быть рабочий какой-то процесс. Что-то, может, он не получил, недополучил. Смотрите, тут какой-то рабочий процесс, потому что я вижу, что там именно на ножах люди, связанные с работой. Все-таки с работой. Ну, здесь пентакли. Завершается этот процесс, да, поэтому не так, можно сказать, опасно для жизни этот процесс проходит. Насколько серьезно это все и как решиться. Ну, пока видит ограничения, но решится прекрасно. Тут туз пентаклей. Так, все там у него нормально, и не переживайте, если вы так всполошились, что вдруг что-то у него не то, и там нож. Потому что тут такое няшное, знаете, пастельное настроение. Ой-ой-ой. Так, и он еще за кем-то наблюдает, но не без этого. Здесь он уже, конечно, девочки, вам нравится, какие образы приходят. Здесь я вам показываю. Краб с такими глазками. Залег на дно. Вот глазки такие, знаете, сейчас я вам покажу. Вот крабик. Такой широкий краб. И глаза на ниточках такие вверху. Они смотрят в сторону. Ну, вас, девушка. Это девушка, вы в кубке. Вы в кубке. Такая
наслаждаетесь. В голове мысли о том, что он такой классный покровитель, медведище, такой крутой. Ага, за его спиной все-таки есть что-то с темными мыслями. Какая-то женщина, не буду говорить девушка, то что-то вроде как постарше девушки. Какая-то женщина. Но мысли темные. В руках палка. Будто бы она знает дорогу, знает правильный путь, как куда ему идти. Она держит его прямо за глаз, господи, за вот этот глаз на ниточке, который смотрит в вашу сторону. Аж глаза вылазят. Будто бы уличает его в предательстве. А кто ты, дама? Кто ты? Что это за дама? Что мне сегодня, видите, как захотелось нашу красивую колоду достать. Второй безумной луны. Кто эта дама, которая его прям за глаза держит? Кто эта дама? Так, да, тут видите как, он будто бы из-под тишка вот как-то наблюдает в своей скорлупе, наблюдает за кем-то. Ну, тут справедливость какая-то. Как будто какой-то хочет правду разгадать. О ком? Ему не хватает информации о далекой девушке, которая находится далеко-далеко. Семейная карта. Она наполнена. Он ее отпускать не хочет. Он это видит, он понимает, что он может достичь с ней большего. Это то, что его сейчас, ну как, эмоционально может наполнить. Хотя бы смотреть за ней, хотя бы преследовать ее глазами. А хорошо, кто ему мешает? Он просто обладает нулевой информацией. Кто же ему мешает? Девочки, мы тут такие шерлоки с вами, капец. Кто ему мешает? А все благодаря вам. Я с вас считываю, что вам надо, и спрашиваю. Так, кто ему мешает? Кто ему там за глаза смотрит? Кто ему мешает? Ну, кто-то держит его. Кто ему мешает? Ну смотрите. Непонятно, кто же ему мешает. Не хотят показывать императрица. То ли мать, то ли бывшая. Ага, вот, раскрыли. Раскрыли немножечко. Король жезлов. На дне колоды. Сейчас тогда посмотрю, что нам тут выпало. Смотрите, он рисует картину своей жизни, но есть ограничения. Ограничения очень сильные. Сейчас он испытывает, да, для того, чтобы даже хотя бы узнать информацию о той далекой звезде, если вы на расстоянии, это вы, девочки. Либо дистанция какая-то есть, вы там, например, в соседней квартире, но сказали: все, до свидания, квартира закрыта, квартира, где я нахожусь, да, от тебя далеко. Что здесь? Это что-то касательно чувств. А естественно, свои чувства он каким-то образом хотел бы проявить, но он отшельник, девочки, он отшельник, он видит, что, может, судьба как-то сведет, но его прям трясет, вот его прям трясет. По этому аркану, по 20-му, тут прям тряска идет, как будто бы он хочет вывернуть вас наизнанку, как-то узнать, шкерится, сидит, далеко закопал себя, свои чувства. Господи, боже мой. Ну, есть, да, женщина есть, которая говорит: да, типа как, отвернись от нее, ты, может, она, не знаю, что она говорит, но как-то так ему страшно, обидно от этого, чувствует вину по отношению к ней. Императрица. Ну, девочки, я буду так говорить. Вы, скорее всего, знаете, о ком я говорю, императрица. Это может быть его мать, как показывала нам чашечка, что там материнские энергии. То есть даже если это бывшая супруга, либо супруга, это чувство у него к нему, у него к ней, как к матери. Вот, как к матери. То есть тут вполне возможно такая женщина постарше, может быть, старшая сестра, кто-то, кто его может как-то с одной стороны утешить, а с другой стороны она просто имеет темные мысли в данный момент, чтобы он не смотрел в вашу сторону. Ну вот так показывают. Что там за человечка смотрим? Мне прям аж интересно. Пишите, пишите. Ага, ожидание тут было, да, выпало нам. И 5 мечей. Куда без нее вообще? Вот я не понимаю, девочки. Когда она исчезнет из наших раскладов? Так, хорошо. Здесь узнали. Окей.
Так, ну, в остальном чашечка чем интересна? Тем, что он как плюшевый медведь сам, да, и хотелось бы и этому плюшевому медведю и держать такого же плюшевого человечка вот на руках. Ему хочется пары, хочется ласки, хочется полежать на коленках. Хочется, чтобы его... смотрите, он все-таки видит себя таким по-разному, да, представляет. Вот это няшество продолжается, будто бы он какой-то такой непонятный, несуразный монстрик с большой головой, а вы подходите, его вот так вот держите за мордочку, так, да, ручками своими маленькими. Это женщина все-таки. Вот такая вот информация. В общем, хочет контакта, ласки с вами. Так, секунду, ко мне пришли. Так, смотрите, все-таки здесь проигрывается, что у вашего мужчины все-таки есть какой-то друг, с которым он именно вроде хороший друг, потому что светлая собачка такая маленькая, нарисованная с ним. Подожди, пожалуйста. Нарисованная с ним. Нарисованная, видите как? Рисуют на высшие силы тут на кофе. Интересная. Ну, смотри же, ну. Подождите меня, пожалуйста. Боже, не знаю, вырежу я это или нет, я просто не знаю, что вам было слышно. Хорошо. Так. Да, есть какой-то друг, здесь может быть вполне. Человек хороший, светлый есть в его окружении. Тот, которого он любит, доверяет ему. Либо это просто действительно питомец его. Тут почему-то и часто я вижу в раскладах именно такой белый песик. Белый, может быть, он и белый, но тут, знаете, хороший, нечто, кто-то хороший, которому он может доверять. Вот так вот есть в его жизни. Так, да, он смотрит на вас, он буквально смотрит на вас, он изучает вас. Здесь проигрывается именно то, что он всегда в вашу сторону смотрит, изучая вас. Знаете как, тут еще опять проигрывается теперь вот из головы к голове вашей, из его головы к вашу голову идут такие как будто бы мысли, посылает свои мысли вам. Итак, посмотрим, какие мысли он вам посылает. А нет, я хочу мистический Ленорман. Какие мысли ты ей посылаешь? Ну, вы, наверное, как-то чувствуете, может, вам что-то снится. Какие мысли ты ей посылаешь? Дай Бог вспомнить, что я спрашивала сейчас, и потом правильно назвать видео. Какие мысли ты ей посылаешь? Можете написать в комментариях, если есть такое желание, девчонки. Как это видео можно было назвать? Я всегда могу переназвать и более удачно как-то, если понравится ваше название, назвать. Мысли, которые ты ей посылаешь. О себе, люби меня. О себе, о своем пространстве, о том, что он хотел бы вам принести какую-то такую вот весточку, возможно, даже о своей какой-то деятельности, занятии, то, что он делает в жизни. Мысли посылают. Какие-то благородные мысли. Вы знаете как? Он хочет разгадать, что вы хотите на подарок. Ух ты, вот эта информация мне пришла. Что вы хотите на подарок? И что вам делать? Что, сказать ему, что ли? О цветах можете сказать. Как хотите. Лучше не говорите, как-то намеками сказать. Вот такая информация. Прикольно. Так. Ага, смотрите, у нас такая смешная получилась блюдечко смешное, да? Я здесь вижу, вот в этой всей воде, вижу цифры 5, 15. 5 есть четкая большая единичка впереди. Вот так проигрывается. Есть. Слушайте, в его окружении есть какие-то хищные такие существа, которые используют его. Вы знаете как? Используют его в своих целях. Тут они, скорее всего, действуют на него именно угрожающе. Здесь акулы бизнеса. Здесь с бизнесом проигрывается ситуация. Угу. Да, девочки. Там такие чертилы, акулы могут, если у вас, конечно, человек и бизнесмен, то здесь именно такая ситуация.
Здесь такая ситуация. Люди, которые строят из себя очень много, идут по головам. Страдают такой, знаете, умничеством, мудростью. Есть люди такие в окружении его. Здесь... Но он держит ситуацию под контролем. Держит абсолютно ситуацию под контролем. Угу. Ну вот так вот, мои дорогие девочки. Так, смотрите, я еще что хочу сказать. Сегодня было много вопросов, я хотела ответить на эти вопросы. В конце я еще кое-что посмотрю, возможно. Но я тут записала ваши вопросы. Смотрите. Так, вопросы есть? Есть. Так, буду старо. Буду старо в руках. Это как, знаете, инструмент, когда я вас слышу еще больше. Когда я вас слышу больше. Я когда тасую колоду, я слышу вас больше. Я настраиваюсь на всех вас. Вас очень много, поэтому когда тасую колоду, я пытаюсь настроиться максимально на то ваше подсознание, на тот эгрегор, который вы создали. Вот. 9 пентаклей, девчонки. Вы уже крутые. Так, вот пишите вопросы. Во-первых, касательно, почему выходит бывший. Вот этот момент. Ответы на вопросы отвечаю. Пишите некоторые вот такие вот вопросы были. Как так? Загадываю нового, вылазит старый. Или вот типа Юля, вернули меня в прошлое. Да? Почему? Зачем? Меня-то интересует будущее. Вот. Ну, это как-то звучит, я вам доверяла, а вы меня подвели. Но смотрите, мои дорогие, я всего лишь исполняю волю вашего подсознания. Я вообще-то всего-навсего, вот, как сотрудник Вселенной, да, который считывает именно с вас. А вообще с вашего подсознания, вашего состояния, вашего подсознания. Я не возвращаюсь в прошлое. Моя дорогая, милая подруга, да, которая слышит меня, слушает сейчас. Это не я возвращаюсь, а ваше подсознание возвращается в прошлое. Я получила запрос, считала с вас, я выполнила запрос. Запрос ваш, вашего подсознания. Вот, а теперь подумайте, моя хорошая, и ответьте, дорогая моя, сама на вопрос, почему вылез прошлый мужчина. Вот, из вашего подсознания. Ищите ответы только в себе, а не виновных снаружи, моя хорошая девочка. Ищите ответы в себе. Почему так? Да, моя дорогая, ты классно сказала сейчас. Вот я вижу комментарий. Предателям, да, не место в нашей жизни. Да. С нами здесь ты стала сильнее. И я очень горжусь тобой, моя хорошая. Вот так. А вот ты осознала, что сознательно ты его послала, да, а подсознательно ты постепенно, теперь такой ответ, да, что ты постепенно очищаешь себя и свое драгоценнейшее подсознание здесь, вот на этих раскладах. Вот когда я тасую колоду, ты уже очищаешься. Потому что я считываю, передаю это в расклад, и расклад это выдает во Вселенную, и Вселенная трансформирует это в самое лучшее, то, что потом будет происходить в твоей жизни. И что еще скажу? Мы вместе сделаем больше в осознанности. Ты получаешь здесь подсказки от высших сил. Замечательно. Ведь что ты вообще здесь замечаешь? Ведь чем больше осознанных людей, тем сильнее Бог в нас. Вот как-то так. Как-то так. Так, что там еще за вопросы? Смотрю. Смотрю, что вы еще писали. Я все записала. Вот я просто переписала некоторые комментарии такие, да, вот то, что вот я вижу, да, что ты все поняла. Вот я вот, кстати, это я рассказываю сейчас от себя, от своего имени, как к вам, к тебе, моя дорогая, которая сейчас смотрит это видео. Ты пишешь все в точку про бывшего, хочу про нового. Окей, будем снимать про нового, если ты
это загадаешь, если захочет это твое подсознание. Вот как-то так. Ведь как интересно, ты сейчас мыслишь, да, вот делать, уйти, делать нужно, уйти, забыть. Есть такой комментарий замечательный. Забыть, убрать его с пути своего и идти дальше, без него. Ведь правильно ты говоришь. Ведь если ты его тащишь с собой, то новый пройдет мимо тебя. Да. Вы еще встретите этого человека по судьбе, мои хорошие. Вот такие ответы на вопросы были. Ну что ж, мои дорогие, я надеюсь, что вы посмотрели, послушали, потому что если будут повторяющиеся вопросы, я на них не смогу ответить. Все вопросы, все ответы на вопросы я даю именно в видео. В видео, которые я снимаю. Каждому под комментарием, к сожалению, я не смогу отвечать, потому что повторяющихся вопросов будет много, и поэтому я снимаю эти видео, чтобы вам дать эту стабильность и в мышлении это какое-то понимание, что дальше после этой стабильности нужен еще рост. Почему заговорила о стабильности? На дне колоды вышла 4 жезлов, говорящая именно об этом. Все, пускай будет в вашей жизни все самое лучшее воплощается из этих раскладов в вашей жизни. Да? Плохое трансформируется через эти расклады и выходит в лучшее, трансформируется в самое лучшее. Все, буду заканчивать. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.